Всех приветствую на моем канале. Как я заявила в названии к нашему видео, хочу осветить сегодня две темы. Это какой-то невообразимый предмет, который должен быть у каждой вязальщицы, по моему мнению, и о том, как же все-таки легко научиться вязать вточной рукав. Давайте начнем по порядку и начнем с первой темы. Но сначала я хочу рассказать небольшую предысторию, чтобы мой ответ все-таки был аргументированным, а не просто так. Я недавно связала себе кардиган крючком, сейчас я вам его покажу. Мастер-класс уже есть на канале. В прошлом видео я его показывала. Сейчас я этот кардиган надену, чтобы было более понятно, как он выглядит. Это очень необычный кардиган с интересным кроем. Он на пуговках. И вся его красота — это шлейф. Сейчас застегнусь. Смотрите, какой он шикарный. Очень стильный, очень нарядный. У него интересные полоски по бокам. Этот кардиган стройнит нашу фигуру, вытягивает силуэт. И когда я его вязала, то есть вывязывала вот эти вот полоски по краям, которые имеются в кардигане, то у меня было 3 клубочка. И они у меня постоянно путались. А вещь вяжется одной деталью, то есть без швов. У меня вот такая деталь махина в руках. Эти клубочки вяжется все поворотными рядами. И когда я довязала ряд до конца, мне нужно повернуть все это вязание вместе с этим шлейфом или хвостиком, как я его еще называю. И еще потом переложить эти клубочки, чтобы они не перепутались. Было крайне неудобно, просто было какое-то не вязание, а мучение. И я, значит, так сижу, мучаюсь, вяжу. И тут мне попах, и мысль в голову стрельнула. А почему у меня нет сумки? Вот была бы у меня такая сумка, я бы туда положила свое вязание. По краям этой сумки были бы кармашки, я бы туда сложила эти клубочки, довязала ряд. И бац, у меня вязание лежит в сумке, и я вместе с сумкой все вязание повернула. У меня ничего не путается, клубочки все не путаются, все лежит по местам. И я, значит, тут же бросаю свое вязание и хватаюсь за швейную машинку и за ткань. И сшила я себе очень удобную сумку. Я сразу же говорю, я здесь не гналась за какой-то красотой внешней. Она большая, вот даже видно по видео, что она большая. На такой ручке с кольцом, на кулиске. Я вам сейчас сюда вставлю видеонарезку. Я ходила на прогулку со своим младшим сыном, брала с собой эту сумку, и вязание было очень удобно. Посмотрите. Вот видите, как у меня удобно. Вот у меня моточек с пряжей, он тянется, пряжа вытащена из центра. И я сижу, спокойно вяжу, ничего у меня не выпадает. Здесь в самой сумке лежит мое основное полотно. Так, одной рукой, конечно, не очень удобно доставать. Вот она сама тоненько лежит. Тут я еще делаю вторую сумку, у меня лежит джут. Джут лежит в пакете, потому что кто работал хоть раз с джутом, знает, что он поначалу очень сильно сыпется, что неудобно. То есть я вяжу спокойно, тяну ниточку отсюда, у меня ничего никуда не падает. В общем, очень круто и удобно. Вот, в общем, на сумке куча кармашков, они на резинках. Я туда кладу клубочек пряжи, он у меня не бултыхается, только при этом нужно эту ниточку из клубочка доставать именно из центра. То есть здесь моточек фиксируется, сюда влазит даже 100-граммовый моток, и 50-граммовый хорошо влазит, удобно. Резиночкой все фиксируется, спокойно тяну нить. То есть это еще заменяет такую, знаете, особенно когда из бобин вяжут, такая специальная штука, я забыла, как называется. Напомните в комментариях, не вспомню. Ну, в общем, такой штырек, туда ставишь бобину, и так, когда вяжешь, она как бы потихоньку разматывается. То есть здесь получается такой же эффект. У вас здесь лежит клубочек, и так удобно, не крутится. То есть особенно когда вяжешь,
из хлопка, из мерсеризованного, он бывает часто скручивается вообще как бы в такие спиральки. И что нужно постоянно разматывать нитку. Здесь такого не происходит, потому что клубочек стабильно идет, и пряжа ровненько вытягивается. Очень удобно. Я, кстати, сначала сделала вот эти кармашки на кулисках со шнурочками. Вот у меня основная сумка, ну, как вы уже видели, она на кулиске, она такой очень большая. То есть сюда влезет вообще, даже если вы будете кардиган вот в пол вязать, сюда все влезет и будет удобно. И я решила, мне сюда не надо никакие замки на сумку, чтобы я чем-то могла зацепиться и поставить какую-то зацепку. И я решила, что сделаю эти кармашки тоже на кулисках. Ну, было очень смешно. Надо было, кстати, вам сфоткать, показать. Здесь все в кучу таких бантиках. Мне кажется, если бы я взяла какую-то однотонную ткань на эту сумку, то эти бантики смотрелись очень мило. А так как у меня такая ткань пестрая, не знаю, такую новогоднюю какую-то расцветку я взяла, такая яркая, мне кажется, вот для хендмейд сумки как раз подходит. И было очень смешно, поэтому я потом решила убрать эти кулиски и вставить за место кулисок резинки. И очень удобно также на резиночках кармашки. Все удобно растягиваются. У меня, кстати, в этих кармашках я кладу не только пряжу, у меня здесь ножницы лежит, где-то сантиметровая лента, ручка. Так, сейчас найду. Я всегда что-то нужно найти, я вот так ее кручу. Ага, вот здесь у меня сантиметровая лента. В футлярчике лежит. Поэтому классная сумка. Вот, девчонки, реально, вот идешь куда-то, да, с собой вязание. Я раньше брала пакет и всегда думала, вдруг крючок или спицы проделать в пакетике дырочку и выпадет. А я соберусь вязать, а вязать нечем. И поэтому вот эта сумка для меня просто находка. Она, знаете, кстати, она двухсторонняя. То есть у нее нет изнаночной стороны. И по идее сумку можно вывернуть и сделать так, чтобы все вот эти кармашки, которые на ней были внутри. Так, у меня тут лежит проект, я сейчас вам его тоже покажу. То есть мы просто осторожненько выворачиваем. И все. Здесь как бы такая ручка, она универсальная. Ее можно хоть на изнаночную, хоть на лицевую сторону носить. Ну и кулиска, она также легко функционирует с любой стороны. И все, как бы у вас никаких кармашков нет, просто такой мешочек, все кармашки внутри. Это на тот случай, но вдруг страшно же как-нибудь это, если с сумкой куда-то едешь, вдруг как-то повернешь, что-нибудь высыпется еще. Поэтому можно еще вот так носить. Девчонки, так что никогда не думала, что мне вообще нужна эта вязальная сумка. А здесь вот именно не то, что удобно переносить куда-то с собой вязание, или, допустим, идешь на прогулку с детьми, удобно взять с собой сумку, а именно удобно вязать вещи, когда у вас несколько моточков. И даже когда один моточек, но вещь большая, особенно если вы любитель бесшовного вязания, то есть основное полотно лежит в этой сумочке, все вот так поворачивается легко вокруг, ничего тут не надо выгребать, загребать, и очень удобно именно сам процесс разматывания пряжи, что вот это в пакетике уже, что попало, говорю, в кармашке лежит эта пряжа, и удобно вытягивается, и вязать одно удовольствие. Вот я просто вяжу и наслаждаюсь, и думаю, ну где ж раньше были мои мысли, почему я не сделала себе такой новогодний мешочек. Ну ткань, я не знаю, купила такую ткань, она мне так понравилась, такая миленькая. Такая, знаете, как бы, мне почему-то напоминает что-то такое домашнее, ручное, поэтому взяла. Так, что тут у меня из сумочки же я вытащила кое-что, сейчас вам покажу. Это мы плавно переходим к теме вточного рукава. Я же вам рассказывала, у меня было видео, и я как раз выполняла два вот этих вот проекта. То есть один кардиган у меня уже готов, я вам ссылочку на видео оставлю в описании. И у меня был второй проект, это, как я думала, пляжная туника, но опять все поменялось, потому что я вообще хотела связать что-то очень простое, но не получилось. Я вообще думала, знаете, как свяжу два прямоугольника, ну и как бы здесь просто прямоугольник раз, разделю на две части, не вырез, ничего не буду формировать, просто тут как бы вырез такой получится, сзади все, не пройм, ничего, два прямоугольника, в общем, плечевой шов, боковой. Но начала я вязать, дошла, значит, до проймы, решила, нет, сделаю-ка я подрезик, сделаю-ка вот эту вот выемку полукруглую проймы,
Потом, значит, дошла я до того места, чтобы формировать свой вырез. Думаю, не хочу я так просто разделять на две части. И думаю, дай-ка я сделаю убавление. Опять все усложнилось у меня. Потом, значит, что? Дальше идет что? Я решила, что мне нужен рукав. Да еще не просто рукав, а вточной. А я его вообще никогда не вязала, как-то всегда стороной обходила, потому что есть варианты, да, там всякий реглан снизу сверху, реглан-погон, там спущенное плечо. И, значит, сделала я этой туники вточной рукав. Сейчас расскажу, как. И это уже какая-то не туника, а целое платье получается. То есть, если вы наденете подклад, то можно как платье носить. Сейчас я надену. У меня, кстати, этот проект еще не готов. Тут еще и нитки торчат. И что? Я еще один рукав оформила, низ второго не оформила. Смотрите, что получилось. Очень женственное, такое очень элегантное платье с такими пышными вточными рукавчиками. Я еще думаю, может сделать поясок какой-то тоже вязаный. Ну, в общем, можно носить и на купальник, и вообще как платье, ну, если надеть какой-то подклад. Сейчас я волосы немножко поправлю. В общем, вот такое получается платье. И что же я? Когда я его усложнила, в общем, эту, да, тунику, сделала вточной рукав. А еще я решила, что мне нужно и добавить еще один цвет. Видите, в оформлении горловины такие полосочки сделаны. И рукав я также оформила. Ну и, конечно, низ. Это у меня остался такой светло-синий моточек как раз от того кардигана. Ну, у меня там осталось чуть 7 грамм. И вот я их пустила на отделку, что мне показалось очень интересно смотрится. Я сделала также, складочки у меня остались, как я и планировала, на плечах. То есть вот добавила рукав. И что же я? Значит, решила сделать этот точной рукав. Думаю, как же его вязать. И я что-то так поразмыслила и поняла. У нас же вточной рукав как бы идет, да, вот типа подрезики по краям и потом такой окат, как горка. Не очень еще знаю эту терминологию, даже толком вообще, я даже не смотрела никакие расчеты, никакие видео. Просто вот так из головы взяла, чисто логически. У меня достаточно большая пройма, то есть на этой тунике. И, ну вы видели, я сейчас надевала, да, как рукавчик. Кстати, рукавчик сидит. Вы же видели, как сидит? Просто идеально. И я решила, значит, мне нужно подрезики. Я же уже связала перед и спинку, я знаю, сколько у меня на подрезик. Думаю, вот такой же, значит, столько же оставляем. Как я убавляла для круглого выреза. Также убавила. И потом думаю, у меня же этот окат должен вписаться в пройму нашего изделия. Я знаю, что пройму я связала высотой 17 рядов. Я так понимаю, что и окат у меня тоже будет 17 рядов, вот эта высота. Я имею в виду, ну вот после вот этих прямых участков, вот эта горка должна быть на 17 рядов, чтобы у меня рукав красиво вписался в изделие. Вот смотрите, я вам показываю. Вот видите, вот он шовчик. То есть рукав посажен идеально. Я так понимаю, что я буду как раз формировать вот на высоту 17 рядов этот окат. И я понимаю, что в конце у меня останется какой-то еще прямой участок. И я думаю, зачем мне что-то придумывать с этим прямым участком? Я здесь прикрасиво сделаю небольшую складочку. Вот здесь вот видите, раз, и сложила то, что лишнее. То есть я таким образом сформировала окат рукава, который идеально подходит к пройме. То есть у меня, даже я когда пришивала рукав сюда, я просто совмещала ряд с рядом. То есть у меня четко вообще вписалось все красиво, аккуратно, ничто нигде не тянет. Ничего никуда. То есть, знаете, какой основной секрет я поняла вточного рукава? Нужно повторить подрез и пройму. То есть это количество рядов, подрез как оставили мы, как тут маленько убавили. Вот смотрите, я когда пройму сформировала, я сделала подрез, маленько убавила и потом пошла вязать ровным полотном до плечевого шва. А на рукаве я сделала, ну как бы тоже вот этот подрезик, чуть-чуть убавила и потом эти убавки продолжала делать
на протяжении вот всех вот этих 17 рядов, то есть на протяжении высоты проймы. И затем у меня вот, ну я скажу, вот как у меня вот здесь осталось вот 4 раппорта. То есть было изначально, после того, как я сделала подрезики на рукаве, было 26 раппортов, у меня вот такой обхват рукава. Я потихоньку убавляла, и к концу у меня осталось 4 раппорта. И еще я, смотрите, сначала делала убавления такие плавные, а потом, когда у меня осталось примерно 4 сантиметра уже довязать, ну, в моем случае это было 3 ряда, я сделала убавки покруче, ну, чтобы посильнее вот эту верхушечку так закруглить. И рукав идеально сел, то есть было очень удобно его вшивать. Прям совмещаю просто ряд с рядом, ряд с рядом. И все круто получилось. Поэтому буду дальше пробовать вязать вещи с точным рукавом. Я уже поняла его принцип. Потом еще посмотрю, может, какие-то расчеты, чтобы как это все красиво было. Но знаете, вот я даже на своем опыте поняла, что главное сделать так, чтобы, когда вы вяжете изделие, чтобы вам пройма была как раз. А рукав туда вписать, это даже никаких таких сложных расчетов не надо. Это дело буквально там 2 минут. Просто буквально повторить подрезики и небольшие убавления. Так что то, что здесь останется, очень красиво сделать в складочку лишнее. И будет такой красивый, аккуратный рукав-фонарик. Тем более сейчас вот эти всякие воланчики, рюшечки на пике популярности. И будет здорово смотреться. Так что вот так вот я укоротила точной рукав. Я думаю, вы поняли принцип. Поэтому у вас тоже обязательно получится. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Будет много еще всего интересного. Я, кстати, заказала крутую пряжу. Потом вам покажу в следующем видео. Она должна буквально на днях мне подойти. А еще у нас же появилась новая функция на канале. Если вы сейчас посмотрите под видео, там есть такое сердечко. Ну, там, где вот кнопочка лайк поставить, все только подписаться, сердечко с таким долларом. Это комментарий особый, который выражает спасибо. Ну, как бы платный комментарий, поэтому, если вы хотите меня поблагодарить, можете нажать на него и выбрать сумму, которую вы хотите мне отправить. В общем, также не забывайте оформлять спонсорскую подписку. Для спонсоров у меня предусмотрено очень много бонусов. И до скорых встреч. Всем пока!